А что, батарейка-то у тебя сколько держит? Понятно. Всем привет, друзья! Это Игнатов. Как ваши дела? Мы находимся в Политехническом музее, вернее, в открытой его коллекции. Я недавно здесь был на съемках фильма про Курчатова, посмотрите, если еще нет. Так вот, от сотрудников музея я узнал, что здесь есть инклюзивная программа, которая называется «Разные люди. Новый музей». Что это такое? Для кого это? Сейчас узнаем. Давай, заряжайся! Погнали. Расскажешь, что случилось? Ну, коротенько. Как ты села? Да, без проблем. В 95-м году была война в Чечне, в Грозном, и меня там подстрелили. Удачно ты. Да, это прям вот самый короткий вариант Да, прям я рассказа. Да, просто, я не очень люблю Но сидеть ты не дома. принимала действия, ты не принимала участие в боевых действиях? Нет, я не Ты принимала, случайно? потому что, да, это слушай, мне было 10 лет. Вот. Да, я вообще маленькая была. Можешь рассказать про свою инвалидность? Что с тобой? Со мной, в общем, ничего, но инвалидность есть. По психиатрии являюсь получателем социальных услуг по НИИ-30 города Москвы. Кем ты работаешь? В Политехническом музее, в колл-центре я работаю, то есть непосредственно с принятием экскурсий, с общением с посетителями. То есть тебе звонят и что-то спрашивают? Звонят, да, могут спрашивать про экскурсии, могут записаться на экскурсию, а могут просто проконсультироваться, например, на будущее. А тебе звонили люди с инвалидностью и говорили, вот мы планируем поход в музей, помогите нам? Конкретно лично мне все двуногие обычно так говорят. Что ты нас не сводишь до сих пор в музей к себе? Сложно ли найти человеку с инвалидностью работу? Вы знаете, тут сложно ответить на этот вопрос, потому что все очень индивидуально. Люди с инвалидностью, они все очень разные. Кому-то сложнее, кому-то легче. Но, конечно, стереотипы существуют, стигматизация существует. Это однозначно. Но когда ты в музей Когда устраивалась? я устраивалась, нет. Когда пришла в музей, люди знали, что они берут человека с инвалидностью. Это не просто так, да, вот они кого-то искали, я пришла и сказала, вот я с инвалидностью, и для них это, да, была новость. Дело в том, что в Политехе существует программа трудоустройства людей с инвалидностью в рамках проекта «Разные люди. Новый музей», который существует при Политехе. Класс. Им было интересно вот попробовать работать с человеком с инвалидностью. Сначала отправила резюме, приехала на собеседование и осталась в музее. А ты работаешь из дома, удаленно, или ты приходишь в офис постоянно? А когда я только устроилась, сначала это было, что я каждый день вообще приезжала. Это было даже на ВДНХ, у нас там павильон был. Да. Вот, я целый год туда ездила, и потом, мне не напряжно, мне не сложно, я могу ездить. Но просто руководство решило, что надо сделать это немножко по-другому и перевести меня на удаленку, но с приездом все-таки один раз в неделю. Например, на пересменку, когда мы с напарником меняемся, окей, ладно, буду приезжать без проблем. А остальное время на удаленке. Но потом начался этот карантин и все такое, и вообще все перестали вообще приезжать туда. А если вспомнить вот то время до карантина, как коллектив тебя принял? Там, не очень много народу оказалось, они просто постоянные все, то есть есть кассир, есть администратор, есть охрана, которая вот выходила, кстати, меня встречала все время, я подъезжаю к павильону, я вот звоню А им. тебе нужна была помощь? Мне нужно коляску вытащить из багажника. Ага. То есть, по сути, в принципе, не принципиально, чтобы это охрана была, я могу любого прохожего попросить. Просто раз уж у меня есть номер, раз уж я уже подъехала к павильону, почему бы не позвонить своей охране и не выйти. Своей, в смысле, да, коллеги, да. То есть специально для тебя ничего не меняали? Там не делали пандуса, нет. дверь в туалет пошире, стол пониже? А там оно все было уже, там все есть, то есть, да. И, кстати, я была очень удивлена. Я не знаю, как в других павильонах именно, но вот в том, в котором располагался Политехнический музей, там реально даже обустроен был санузел прям, уже готовым. Я когда первый день пришла,
Они под меня ничего не делали. Мне уже просто, меня провели, просто показали, где что. И все, коллектив все нормально абсолютно отнесся. И все, то есть все. И вообще прекрасно начали замечательно работать. А музей вообще удобен, пространство его для нас, для людей с инвалидностью? Политех сейчас ремонтируется, реставрируется. И вот эта вот программа доступности сейчас не очень много работает. Именно чтобы, когда музей откроется, чтобы для всех категорий инвалидов это было доступно. И сейчас ведется огромная работа там в музее, вот именно по А ты в ней этому как-то участвуешь, направлению. помогаешь, подсказываешь, консультируешь? Именно этим я не занимаюсь. Мои вот обязанности, это обязанности, в общем-то, такие универсальные, да, для любой организации. Администратор, секретарь, координатор. Но я участвую в процессе, и самим тем, что я, да, вот с инвалидностью я работаю, это тоже, в общем-то, какой-то пример и показатель того, что это возможно и это нормально. Ну скажи мне, а зарплата у тебя такая же, как у всех? Вообще какие условия? Условия, все по трудовому законодательству, все, ничего лишнего. Отпуск у нас длиннее, да, на один день, по-моему? Да, нет, пускам на 2 дня, обычно На 2? 28, мы имеем право на 30, Ну, а так, в понял. общем-то, каких-то льгот и какого-то особого отношения нет. Удаленка как-то повлияла на работу, на твою? Так же, как все, работала на удаленке, также со согласна всеми с- обязанностями справлялась. Согласна с всё тем, что получалось. большинство наших братьев с инвалидностью, в принципе, всегда на этой удаленке, и у них и иногда они, в принципе, не могут выйти из своих квартир. Бывает такое, да, бывает. Слушай, а у меня был вопрос. Вот за все время работы сколько ты брала больничных? И брала ли? Я могу объяснить почему. Потому что некоторые работодатели очень боятся брать нас на работу, потому что не думают, что мы постоянно болеем. Постоянно на больничном На будем, да. больничный, да. То если ты спортсмен, то это у тебя какие-то сборы. То потом еще это же надо весь офис переоборудовать. А как тебя Ага. коллектив примет? Ага, Это же ага, очень геборойно. И вот есть некоторые компании, которые с радостью берут. Например, Политех. Кстати, больничный. Я вообще ни разу не брала здесь. Ни разу. А, То есть вот смотрите, друзья, люди с инвалидностью — это не больные люди. Это просто люди с инвалидностью. Правильно? Да, Всё. абсолютно, И абсолютно не надо верно. нас бояться. Да. Но вообще расскажи, как в музее к людям с инвалидностью относятся. Так, И вообще это музеи и же- люди с инвалидностью это совместимо? Это очень совместимо. Это очень совместимо. И даже если не брать политех, политех это вообще отдельная история, где я, например, конкретно я себя чувствую очень комфортно. Неважно, там дома я на телефоне или в экспозиции нахожусь. И я знаю, что и даже если я приеду вот туда на вот здание после реконструкции, я знаю, что там тоже будет все будет комфортно. А про другие музеи я точно могу сказать, что там, в принципе, все замечательно. Ну, сейчас, по крайней мере, стало. Как минимум в плане доступности. А ты вообще долго искала работу? Вообще, да, я, наверное, около года, когда я решила этим заняться, прошло, прежде чем... что ты делала? Да, это был интернат, это была какая-то работа в интернате. Ну вообще, какое у тебя образование, какой бэкграунд? Секретарь мышлений со знанием стенографии. О, Первое образование, потом 2 курса МГУ, филфак, лингвистика. слушай, ну классный специалист прям. И потом я закончила британский банковско-финансовый колледж. Вот, посмотрите, Но пожалуйста. это было еще давно-давно, в 90-х годах. А вы сидите и ленитесь. Представляете, с 1872 года существует музей, копятся предметы уже. В следующем году политеху 150 лет. да. Смотри, твоя история, нет? Да, мы начинали еще, да, на таких. сотрудника можно трогать экспонаты? Смотря каким. Мы не трогаем. Вот, уже вот, За нами наблюдают. да. Ты вообще работу долго искала? И вообще сложно ли человеку с инвалидностью найти работу? Я могу сказать, что я и долго искала, и могу сказать, что мне вообще по блату прилетела эта работа. Ну, расскажи честно. По блату это как? У меня есть подружка, честно, не буду скрывать, Катя Гордеева с НТВ. Ну, раньше она на НТВ была, сейчас, Ага. не знаю, наверное, знает. Она всех знает. Да. И в какой-то момент она мне позвонила просто, и откуда там, где там, из Китая или где она там была, не знаю. Вот. И позвонила, сказала, а тебе нужна работа? Я говорю, ой, Кать, ну, нужна, конечно, давай. Говорю, пофигу, что там за работа? Говорю, давай. Она говорит, короче, тебе позвонит девочка, она говорит, это в музее работа. Я говорю, в музее? Я как человек на тот момент очень далекий от музейных всяких штук, ну, в моем понимании, ну, музей, да ладно. Сидеть, смотреть, Да, чтобы что никто ты, ничего не ну или трогал. да, или Третьяковка там та же самая, да, ты смотришь, ходишь, смотришь, да, все.
Я не знаю вообще, что внутри музея происходит, ну, так Мгм. сказать, за кулисами. Я говорю, музей, в смысле, а я смогу, ну, типа, музей? Она говорит, да подожди, что ты, не надо там, тебе не надо и водить экскурсии, ничего не надо тебе делать. Это, говорит, административный, типа, я говорю, давай, давай. И мне позвонила девушка Маша и сказала, приезжай туда, на ВДНХ, на собеседование. Мгм. Я говорю, ладно. И как прошло собеседование? И да, ну и мы с ней поговорили. Она говорит, у тебя работа будет связана с общением с людьми. Расскажи мне просто что-нибудь. Я хочу послушать, как ты. Ну вот, я ей все там порассказывала и про себя, там все подряд рассказывала. И в какой-то момент она мне остановила, говорит, ну хорошо, ладно, пойдем в отдел кадров. Она там сказала кому-то, не знаю, кто это на тот момент был, не помню, что вот это у нас Эвелина, она нам вообще идеально подходит, мы ее берем. И никакие вопросы ей не задаем. Я так говорю, окей. Вот, и все. И это был, короче, 18-й год. Скажи мне, ты часто сталкиваешься с дискриминацией? Потому что сейчас, когда мы тебя встречали, ты рассказывал историю, как охранник не поверил, что ты идешь на работу и очень странно на тебя посмотрел. Ну, вообще такие ситуации бывают довольно часто. Просто дело в том, что как на них реагировать, и все. Я как бы привыкла, поэтому мне все равно. Но когда тебе прям в наглую, открыто говорят, ну ты же на коляске, ну как ты можешь тут идти на работу? О чем ты вообще говоришь? Что это шутниц? Что это за шутка такая, типа? Тогда уже как бы немножко непонятно становится, то ли человек недопонимает действительно, либо у него просто есть отношение такое, вот это вот вопрос. А Вот, ты думаешь, почему поэтому так происходит? Из-за того, что о нас мало говорят? я думаю, что так происходит, потому что люди никогда, Не сталкивались? не с этим? сталкивались, они не видели этого, и они не понимают, как правильно это воспринимать. Ты заметила или подметила, может быть, отношение к нам меняется в обществе или нет? Хотелось бы верить, что оно меняется, и, по крайней мере, есть люди, да, которые хотят, чтобы это было так, и вообще получается, что музеи, вот как для меня, да, как я это вижу, они выступают, сейчас, да, меняется роль музеев в социальной жизни. На какую? Людям уже не так интересно, да, приходить просто смотреть на какие-то предметы. Вот они интересно участвовать вообще. И трогать. Сейчас, да, сейчас как бы интересно создавать какие-то сообщества, участвовать в этой культурной жизни самим. И вот в этом направлении что-то меняется. И музеи, получается, выступают хранителями ценностей гуманизма и популяризаторами ценностей Ничего себе ты гуманизма. загнула. Вот как я вот это понимаю. Люди хотят участвовать. Ну смотри, ты же во ходишь всей наверняка вот этой деятельности. в другие музеи, вам же можно. Да. Видишь ли ты там людей с инвалидностью? Я, например, недавно был в гараже, буквально И позавчера. я про И что гараж. ты думаешь? Да, И мне дали 2 билета и сопровождение бесплатное. Прикольно. прикольно. Я недавно была, вот буквально месяц назад, в историческом музее. Мгм. Проходила конференция «Актуальные направления деятельности музеев». И о чем нам Там говорили? тоже работают, в частности, о вовлечении инвалидов в деятельность музея. Там тоже есть сотрудники с инвалидностью, с ограничениями по слуху, например. А можешь рассказать про программу музея, вот, которая помогает людям с инвалидностью и которая делает его доступным? Инклюзивная программа «Разные люди. Новый музей», Да. она называется. И она как раз занимается вовлечением людей с инвалидностью вот, в деятельность культурных институций, в частности музея. И также в рамках этой программы, то, вот, о чем вы спрашивали, это создание доступной среды для людей с различными ограничениями. Также при музее работает совет по доступности, он так называется. А ты входишь в него? Я нет, А я почему? как ассистент. А, Туда входят люди с различными видами инвалидности по слуху, по зрению, и они помогают как раз сделать музей доступным, да, чтобы это было удобно для таких людей. то есть музей теперь это комьюнити, где собираются люди и не только вот показывают. Да, это то, экспонаты. к чему хотим прийти. Как ты считаешь, поменялась ли Москва за последнее время? Стала ли она удобнее для нас? Я не могу сказать, что прямо вот она уже так поменялась, и она уже прям все идеально и удобно, но, по крайней мере, то, что
в этом направлении работают и стремятся к этому, это факт. Ну вот смотри, для меня, например, самое главное, чтобы было не скользко. И иногда были какие-то поручни. Для наших друзей на колясках важно, чтобы были какие-то пандусы. Да. А для тебя что? Для меня хорошо, чтобы это все, вот все эти хорошие намерения, да, чтобы они воплощались, и тогда, в общем-то, для всех будет лучше. Это будет главное. Так, ты выходишь в город? Да, обязательно, это обязательно. Вот. Люблю заставлять людей чувствовать себя неудобно, поэтому, да, выхожу в город. А ты чувствуешь, что город как-то поменялся для нас? Да, последнее время, последние несколько лет я это ощущаю почти в полной мере. До этого же вообще Галичи вообще на улицах не было видно. Потом уже потихоньку стали вот этот, появился там депутат какой-то у нас на коляске, появилась какая-то вот эта передача, появился какой-то вот у нас реабилитационный центр, который, они не только, скажем так, лечат, Мгм. но и вводят в социальное какое-то пространство людей. То есть и само пространство, Становится удобным. грубо говоря, да, пытаются смешать это все. Это вот честно, серьезно, вот это началось все с одного вот этого вот реабилитационного центра. Там есть все, там не только тренажеры, там есть и соцадаптация, там все есть. Это сейчас не реклама, это просто к тому, Да, я что это понял. один из первых центров, который начал вводить людей с инвалидностью в обычную жизнь, в обычный мир. Ну То а есть- как музеи могут помочь? А и музеи, они просто стали максимум делать, чтобы это было доступно. И финансово, ладно, оно это как бы это всегда было по умолчанию, что Галичи там с сопровождающим идут бесплатно или 50% Скидки. скидка, да. Но удобно ли мне попасть туда? Зачем мне нужна ваша скидка или бесплатное посещение, если я, в принципе, туда попасть не могу? К этому наконец-то стали прислушиваться. Вот Политех, кстати, первый музей, который сделал максимум. То есть кто-то сделал просто пандус поставил, кто-то что-то там сделал, не знаю, поручни какие-то. Политех сделал вообще все, то есть все пункты сделали, даже для этого, даже сделали совет по доступности специальный. Спрашивают вообще обо всем, о любом, о минимальном порожке даже спрашивают. Но сейчас нужно, конечно, еще решить проблему вот с парковками на территории, и все, и тогда все будет идеально. Ну, по крайней мере, у Политеха точно. Я не знаю, в Третьяковке не была, но думаю, что, в принципе, там тоже все хорошо, но не так хорошо, как в Политехе. Слушай, а ты согласна, что большинство людей с инвалидностью нытики? Нет. Разбей. Наоборот, Подробнее. по-моему, это очень мужественные люди, которые, преодолевая свои вот эти проблемы, свои болезни, столько добиваются и столько много делают и стремятся к таким замечательным вещам. Это здорово. В общем, часто ли к тебе обращаются нытики? Постоянно. Ну, ты согласна, что среди нашего брата очень большое количество людей, которые себя жалеют постоянно? Я согласна. То, что я согласна, я прям могу прям это подтвердить, прям всеми руками за, да, это так и есть, это Хватит правда, ныть? да, хватит, конечно, да. Вот это мне все время рассказывают, типа, ну вот ты понимаешь, у тебя такой сильный характер, а вот я так не могу, мне это сложно. В смысле сложно? Меня как бы тоже никто не жалел, когда я тоже попала в такую ситуацию, я тоже ничего не умела, как бы, я тоже ничего не знала. Но ничего, возле меня оказались люди, которые сказали, никого не волнует твое горе, бери и делай. Ну а что бы ты сказала людям, которые нас, например, сейчас смотрят и хотят пойти на работу устроиться, но боятся? У тебя же коллеги поддержали? Да, меня поддержали на 100% и продолжают поддерживать. Бояться вообще абсолютно нечего. Я всегда вообще, например, я всегда говорю, у меня всегда такой есть девиз, что лучше жалеть о том, что сделано, чем потом жалеть, что не сделал этого. Это к вопросу о том, что ты попробуй, ну, откажут тебе здесь, ну, хорошо, окей, ну, значит, пойдешь в другое место попробуй. Ну, ничего согласна, что страшного. работа — это еще такая небольшая реабилитация. Во-первых, ты учишься общаться с людьми, во-вторых, ты себя преодолеваешь как-то. Это не небольшая, это очень большая реабилитация, это очень огромная реабилитация. Конечно, это люди, это общество, это социум, это намного лучше, чем сидеть дома. За исключением тех, кто в принципе любит сидеть дома, Ну, но и это кому и здоровые слишком тяжело. тоже. Да. Это очень огромный плюс, это активность, это какая-то свобода появляется, это много новых знакомых там возможностей появляется, это очень много всего появляется. И всяких там любовей, и прочего, Ну, у тебя и был служебный роман? отношений, и да.
А как же? Конечно. Не, ну не в политехе, не, А. там в другом, в реабилитационном центре. И 2 было, в смысле одновременно. Ну ладно, неважно. Огонь, баба огонь. Ну, а сейчас у тебя есть какие-то планы? Вот, не знаю, может, ты как-то хочешь развиваться дальше? Вот, мне кажется, ты неплохо говоришь и можешь вести какие-то экскурсии даже здесь. Да, я просто про экспонаты ничего не знаю, поэтому это надо учить, это все. так Это а чё? вообще, находясь в принципе в музее, уже начала так, развивать. пам-пам-пам. Да, это очень. Ты знаешь, Потому что люди же приходят нас с ним как-то говорить. я вообще, знаешь, очень много нового узнала здесь. Меня прям вот это прям очень радует, такой прям внутренняя какая-то вот как это бабочки есть, которые вот. Смотри, тебе нужно завести ТикТок и рассказывать в нем про У экспонаты. меня даже Инстаграма нету. Смотри, у тебя есть пресс-служба целая. Заведем. И просто и рассказывай. И, Потрясающе. и это будет круто. Смотри, и попросишь потом еще себе надбавочку. И все. Классно, да. На этом все, друзья. Как вы видите, работа есть разная, но любой вкус, главное желание. Давайте вместе делать город удобным для всех, чтобы нам было комфортно и хорошо вместе. Это был Игнатов. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки и помните, возможно все.